Всем доброй ночи, а точнее скоро раннее утро, но пока еще ночь. Итак, друзья мои, в магии очень большую роль играют живые атрибуты. Так называют атрибуты частей тела животных. Как ни странно. Казалось бы, это относится к некротике, то есть к мертвой силе. Но с другой стороны, это относится и к живым атрибутам. По какой причине? Потому как считается, что часть тела живого существа, некогда живого существа, а уже умершего, привязывает отчасти его энергию, привязывает к нам и помогает нам, то есть выполняет определенную функцию защитную, функцию исполнения желаний и прочее. У нас тут шумит недалеко трасса, лес, окна открыты, поскольку африканская жара, поэтому в любом случае я думаю, что меня хорошо слышно. В магии многое объясняется, многое делается интуитивно, полагаясь на древние знания. Ну, как бы там ни было, определенные атрибуты, если использовать правильно, следуя заветам предков, то они приносят богатство, прибыль, помощь в трудной ситуации. Ритуал с черепом ворона использовался издревле, то есть именно действие, ритуальное действие, оно взято у древних мастеров. А вот работа, заговор, остальная часть, она, естественно, моя. Но основана она на древней поверье, что если купить, найти вороний череп ворона, извиняюсь, не вороний, именно ворона. Если найти череп ворона, с вороньим черепом потом покажу вам другую работу. Итак, череп ворона почитаем темными духами, и поскольку ворон посредник между мирами, между силами смерти и живыми, поскольку вы знаете, что больше всего ворон или воронов можно встретить именно вдоль кладбищ, они считаются посланниками смерти. По сути, их привлекает не только мертвая плоть, как некоторым кажется, они просто селятся там и живут. Именно на кладбищах вороны. Их тянет сила смерти, они посланники смерти. И, естественно, не зря и не просто так изображали богов темного мира, именно темной Нави, с воронами на плечах. Но кроме того, ворон еще олицетворяет мудрость, древность, таинство. Ворон того же бога Одина, например, знания, тайные знания, которые даны не всем. Несколько интересных фактов именно обозначение ворона в разных этносах. Ну, например, в Африке ворон – это символ мудрости, долголетия, прорицательности, да. В Древнем Риме он был посланником надежды. Я скажу чуть позже, почему. В мифологии древних греков он посланник Аполлона, как ни странно, символ солнца. В Северной Америке, то есть североамериканские племена, его признают одним из воплощений Бога-Творца. То есть он приходит в обличии ворона. Индийцы Навахо, например, считают его черным богом. И опять же считают, что он посредник между людьми
и духами, и он приходит в обличие, значит, ворона. В Библии считают его, ну, не скажу, что таким плохим знаком, поскольку ворон приносил еду пророку Илье, когда он был в изгнании, если помните, если читал кто-нибудь. Далее, как ни странно, римляне считали его птицей удачи, потому что его карканье напоминало им слово «ерос» – «завтра». То есть, если они видели ворона, каркающего ворона, это означало, что их мечта, их желание скоро сбудется, что завтрашний день им принесет удачу. А вот на Руси было двоякое представление. Некоторые племена славянские почитали ворона, считали его птицей богов, посланником Сварога или Сварога. По-разному звучание, это не имеет значения. Но некоторые племена совершенно иного были мнения о нем, поэтому отсюда и название «вор он». Потому что вороны, значит, эти посевы зерновые портили, поганили, расхищали, съедали, клевали. Поэтому отсюда название ворон. Но в то же самое время считалось, что эта птица ловкая, умная, и у ворона просили покровительства в делах рабочих, денежных и прочее. Вот отсюда и понятие о том, что если с черепом ворона проделать определенный ритуал, то духи силы, дающие богатство, удачу, знающие ворона и признающие его своим родным, да, посланником, духом, братом, сватом и так далее, они услышат и помогут в делах, в торговых делах, да вообще в делах. Потом это перевоплотилось немного в традиции, уже более поздняя традиция перемешалась с христианством, уже ходили на кладбище. Если раньше ходили в гиблые места, например, в места сражений, гибели многих людей, в места, когда, то есть те места, где было много смертей и так далее когда-то, да, всякая там чума и прочее, когда еще не было кладбищ. А потом с появлением христианства просто начали этот ритуал проделывать на кладбище. Во-первых, потому что энергия смерти влечет ворона. Во-вторых, потому что он посланник между людьми живыми и мертвыми. В-третьих, потому что его признают многие боги как своего посланника, а значит слышат. И слышат именно на той зоне, в том месте, где энергетически сильное, то есть сильное место – это кладбище. Нужно было с черепом ворона идти на кладбище, постучать по воротам кладбища и сказать определенные слова. Есть различные варианты такого ритуала. Может быть, какие-то можно найти, может быть, их и уже и давно невозможно найти в книгах, но в любом случае как бы не было. Я вам дарю тот самый вариант, который для простых людей будет безопасен и сильный. Учтите, это очень сильный ритуал, поэтому обдумайте, подумайте, прежде чем его выполнять. Вот так лучше, да, настроила камеру, как-то более так четко картина. Перед вами черепа ворона. Один маленький череп, другой большой. Что нужно для этого ритуала делать? Для этого ритуала вам нужно заказать череп ворона. Любой, без разницы. Взять, купить, в интернете продаются, можно заказать любой череп ворона. Черный мешок, ну, можно такой, можно самим шить мешок, потому что вы в этом мешке будете хранить. Никому об этом говорить нельзя, даже близкому человеку. Если вы хотите помочь человеку, например, сказать, вот, посмотри, хороший ритуал. Можете рекомендовать, например, дать там сестре,
брату, другу, не знаю. Вот вы хотите, у вас получилось, вы хотите, чтобы человек сделал. Не говорите, вы сделали или нет. Если спросят, а ты сделала, скажи, об этом говорить нельзя. Это уже будет понятно для людей, что вы это делали. Но говорить об этом нельзя. Этот череп нужно дома прятать, чтобы никто не видел. Если увидят, немного потеряет силу, придется переделывать. Каждый раз, когда вам нужны крупные вливания денег, а они нужны всегда, я думаю, вы можете, точнее, этот ритуал проделать раз в неделю, постепенно, пока ваши денежные вот эти вот потоки больше и больше не будут открываться. Каждый раз, когда вы будете делать этот ритуал, к вам будут приходить определенные суммы. Всегда. Но тогда, когда начнут приходить крупные суммы, когда у вас будет продажа увеличиваться, если вы, например, продажами занимаетесь, когда у вас, то есть придут большие суммы, одним словом, вы должны будете откупаться на алтарь ведьмы. И те, кто это не знает, я об этом уже говорила. Я объясню, почему так. Потому что вы обращаетесь к темным силам. Там, где божественная магия, я говорю, как откупиться, что делать, отнести куда, что оставить. И, собственно говоря, это и есть откуп. Там, где более темные дебри, вам нужно что-то отдать в копилку магии, на алтарь магии. Любой атрибут, любой дар, который вы считаете нужным для алтаря ведьмы. Потому как каждый раз, пользуясь вашим даром, подаренным, имею в виду подаренным, да, вещью или чем-то еще, вы получаете это благословение для себя в жизни, поскольку это почитание тех самых духов, к которым вы обратились. То есть поскольку ворон, часть именно темной части, да, магии, не говорю черной, потому что черно-белой магии нет, она одна. Это условное разделение. Темной части магии. Поэтому нужно этой темной части, этой темной силе отдавать определенный откуп, чтобы эта сила в следующий раз вам тоже помогала. С черепом ворона вы можете проделывать столько, сколько вам хочется. Хоть всю жизнь. Ходить, постучать по оградке кладбища, читать 6 раз, отвернуться и уйти. То есть кладите череп в мешок, мешок можете в сумку, естественно, и обратно. Если боитесь одни идти, можете кого-то попросить недалеко встать, отвернувшись, не видеть, что вы делаете, какую работу. Ну, вы можете объяснить, что вам надо делать некий ритуал, и все на этом. Ну, может, муж вас будет провожать, может, друг, может, брат, неважно. Так вот, можно ли на разных кладбищах, да? Где вы будете находиться, где там будет поблизости кладбище, вы можете там делать. Желательно, конечно, чтобы идти к одному кладбищу. Дальше, во сколько это делать? После 6 вечера. Не ночью и не днем, но когда уже солнце садится. Но сейчас летом, наверное, чуть позже. Обычно зимой 5-6 вечера уже вполне достаточно, чтобы солнце село. Солнца быть не должно. Тогда эти силы активны, тогда силы кладбищенские активны. Заходить не нужно. Итак, заговор следующий. Ворон Воронович. Вот стучите, вот так постучали, прочитали там несколько строк. Постучали, прочитали несколько строк. Потом снова 6 раз читайте, слегка стучите, не так, чтобы череп раздробить, а просто вот чуть-чуть, вот так вот. Я надеюсь, поняли. Ну, в общем, вот так. Ворон Воронович. Темных сил нас посланник, духов навих сват, сил фартовых племянник, демона казначея брат, а богатой демонице сват. Воронья родня, богато да знатно, вот в моей руке голова вашего брата. Воронья голова
сделай меня богатой. Ключ, замок, язык, заклинаю. Скажу, сразу отвечу на ваш вопрос. Нельзя тот череп вороний, который вы для себя используете, кому-то дарить, кому-то отдавать из близких, знакомых. Нельзя вам покупать, им дарить. Они сами должны купить это. Они должны за это отдать деньги. Полноценно. Вы можете только сайт показать, чтобы они сами заказали. И чтобы вам не сказали, да, я заказала, буду делать. Ничего не говорите друг другу. Есть ритуалы, в которых нужно хранить молчание. Тогда они сбываются. Много будете говорить, потерять силу, по новой придется делать. Делайте постоянно, если вам нужны поток денег. Если вы, например, продаете недвижимость, если вы, например, что-то продаете, работаете на себя, неважно. Даже на бюджетной работе вам дадут какие-то подработки и прочее, премии. Ворон Воронович. Темных сил посланник, духов навьих сват, сил фартовых племянник, демоницы казначея брат, демона казначея брат, извиняюсь, а богатой демоницы сват. Воронья родня, богата да знатна. Вот в моей руке голова вашего брата. Воронья голова, сделай меня богатой. Ключ, замок, язык, заклинаю. Ворон Воронович, темных сил нас, посланник духов навьих сват, устал немножко. Сил фартовых племянник, демона казначея брат, а богатой демоницы сват. Воронья родня, богата да знатна. Вот в моей руке голова вашего брата. Воронья голова, сделай меня богатой. Ключ, замок, язык, заклинаю. Кто-то скажет, а вдруг эта голова, как бы не ворона, а вороны. Ничего страшного. Вороны, имею в виду птицы, да, из семейства вороновых. Не те вороны, которые там везде летают. И последний раз. Ворон Воронович, темных сил посланник, духов навьих сват, сил фартовых племянник, демона казначея брат, а богатой демоницы сват. Воронья родня, богата да знатна. Вот в моей руке голова вашего брата. Воронья голова, сделай меня богатой. Ключ, замок, язык, заклинаю. И положите в черный мешок. После и храните в недоступном от чужих глаз месте. А как откупиться, я вам объяснила. Естественно, этот ритуал точно такой же сильный, рабочий, как и все ритуалы, которые я вам дарю. Всем удачи!